Ребята, всем привет! Мне регулярно в комментариях пишут о том, что из всех теоретических знаний, которые дает музыкальная школа, и которые действительно нужны, например, для написания музыки, это только знание нот. Что я об этом думаю? Итак, изучение нот – это самый элементарный, конечно же, этап, без него вы не двинетесь дальше, но далее идет следующее. Это изучение метров и ритмов, строение интервалов, строение аккордов, разложение аккордов в различных расположениях, их соединение в обороты автентического, плагального типов, полные обороты, соединение аккордов последовательности, применение различных композиторских аккордов, композиторских оборотов, знакомство с транспозицией, знакомство с модуляцией, с полифонией и многоголосным вообще строением, знакомство с видами фактур, а те виды, которым учат в YouTube, как единственным, да, это вообще детский лепет на лужайке. Применение и сопоставление вот всего этого на практике. Вы что, до сих пор считаете, что, надеясь на чуйку, создадите не просто что-то бесформенное и тленное, какую-то мелодическую красивость, а именно логически верный музыкальный продукт? Вы знали, что, понимая, какой тип характера несет в себе тот или иной оборот, какой-то мелодический ход, та или иная смена гармонии, то или иное задержание, вы даже сможете предугадать, например, что будет дальше в композиции. Даже без абсолютного слуха, которым все прикрываются как белым флагом при поражении в написании какого-то авторского материала. Мол, у меня же слуха нет, поэтому и звучит вот так вот сухо, так вот примитивно, так вот нелогично. Слух вообще здесь роли, знаете, не играет. Играют только теоретические знания. И ко всему прочему должен быть хороший, накопленный слуховой и письменный опыт. Опыт построения и опыт гармонизации собственноручных построений в разных тональностях. Чтобы вообще что-то там пописывать, а не только в любимом до мажоре. То есть к чему я веду? К тому, что если с теоретическими знаниями нет проблем, то вы сможете гармонизовать любую мелодию и без музыкального слуха в принципе. Сможете ее даже перегармонизовать, допустим. Так, допустим, делают мои онлайн-ученики, у которых я даже не интересуюсь наличием слуха. Никак их не проверяю. Вполне возможно, что у 90% из них его просто нет. Просто есть логика построения музыкальных произведений, любых. Понимаете? Вполне известно, что при наличии такого огромного количества времени, 7 лет, в музыкальной школе дают минимальный результат. Почему так происходит? Вообще требовать всего от 2-3 человек, а часто вообще от одного человека, а первым, кто будет отвечать за общий результат развития за 7 лет, это будет педагог по специальному инструменту, по спец, требовать высокохудожественного музыкального воспитания и воспитания, по сути, мировоззрения на всю жизнь, вы знаете, это не вариант. Почему скорее воспитание? Потому что это не только общие теоретические знания, это не только технические навыки игры на инструменте, но и воспитание чуткости ума, изысканности и тонкости слуха, точности в физических действиях до миллисекунды. Это широта мировоззренческих взглядов, что важно для развития внутреннего художника. Это устойчивость внимания, это скорость реакции, тонкие, осязательные, какие-то звукотворческие чувства. Это воспитание работоспособности, причем от слова «робот». И каждый компонент, он обязателен. Ничего нельзя убавить. К чему я еще веду? К тому, что музыкант должен иметь внутренний багаж. А он проявляется только со временем, если вообще туда что-то вот кладут. И этот сосуд этот не заполняется за 7 лет. Школа учит базе, она учит алфавиту, не успевая просто проходить больше, потому что занимается, во-первых, с малыми детьми.
которые, как правило, неорганизованные, у которых школьные дела, у которых подростковый период, у которых первая любовь, пубертат и так далее. Но и за это терпение им спасибо. Окончание музыкальной школы, она совсем не приравнивается к всестороннему музыкальному образованию. Как бы вы, знаете, не питайте иллюзий. Это только первый этап. А уж окончание высшего учебного заведения, консерватория, институт искусств, академия музыки и так далее. Вот после окончания этих заведений ваш процент незнания, он только увеличится. Будете расти, убедитесь сами в этом. Ну, а те, кто уже все знает, ну, с вами никто не спорит, не беспокойтесь. Если же после музыкальной школы вы по музыкальной дорожке не пойдете, то у человека остается только «дайте ноты, я сыграю», и все. Зато сколько всего туда заложено, вы не задумывались об этом? В этом случае музыкалка свою миссию выполнила. Это же не спецобразование, а государственная программа для среднеспособного ребенка. Если вы направляетесь по пути профессионализма, то там уже, конечно же, другой подход и в корне другие методы. Вот такое мое мнение. Пожалуйста, делитесь своим в комментариях, будет очень интересно почитать. Спасибо, что посмотрели. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу в комментариях, я по возможности отвечу. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!